Бутылку будем открывать на камеру, будем дегустировать экспромтом. Итак, это Springbank в первую очередь внутри этой бутылки. Винокурня основана в 1828 году семьей Митчеллов. Семья Митчеллов и до сих пор владеет винокурней, выпускает шумные релизы. Springbank, как мы знаем, это довольно иконические виски, все гоняются за ним. Объемы производства небольшие, около 2 миллионов спиртов в год, небольшие для Шотландии. 3 вида виски выпускает винокурня. Это их дымный дымник Longgrow, их тройная дистилляция Hazelburn, выпуск сравнения десяточки мы делали с Гришей Шаламовым осенью. И сам, собственно, Springbank, объект почитания и объект поисков сегодня всех любителей виски. Двенашка, пятнашка, бочковая двенашка замечательная, пятнашка моя любимая, 18, 21, 25, 30, десятка. Каждый выпуск всегда лимитирован, всегда небольшие объемы, везде квоты. В Россию Springbank уже не поставляется. Перед нами архивы. Архивы. Что такое архивы? Это серия виски, которая ежегодно выпускает компания Whisky Base, голландская, нидерландская компания. Основатели знаменитой базы Whisky Base, весь виски, который существует, или, ну, по крайней мере, основной из него, весь попадает в эту виски-базу. В том числе и скотчей, коих, конечно же, гораздо больше, чем всех остальных виски. Перед нами подсерия, которая называется Shells from the Bay of Caracas. Каракас — это столица у нас Венесуэлы. В заливе Каракаса обитают, видимо, вот разные такие вот ракушечки красивые. Еще есть у них, по-моему, Fishes of Samoa, там еще что-то. Я плохо помню, какие еще есть подсерии. Я давно мечтал познакомиться с одной из этих бутылок, и, наконец, мне представилась такая возможность. На картинке в данном случае нарисована раковина, которую нарисовал из каталога, который посвящен экзотическим редким видам естественной истории. 150 лет назад выпускался этот каталог, и некий Донован нарисовал вот такую вот ракушку, и, возможно, иллюстрировал этот каталог вообще. И, в общем-то, как редкие исчезающие виды, которым посвящена эта серия, так и редкие и исчезающие виски разливает Whisky Base в эти бутылки. Архивы. Не исчезнувшая серия, и она выпускается с 2011 года регулярно, по несколько бутылок выходит. Каждый год, в том числе и в конце 2011 года, вышла следующая партия, по несколько винокурен обычно они разливают. Вполне доступная серия, по крайней мере, когда выходят свежие релизы, по крайней мере, вполне доступны, там, от 100, там, ну, естественно, до какого-то там неразумного предела. Есть стоимость бутылок в зависимости от того, что в нее заливалось. А вот эта бутылка, по-моему, в районе 300 евро на старте продаж. Стоила внутри. Springbank 22 года, выдержанный чисто в бурбоновой бочке. Это single cask, то есть бочка из-под бурбона. В ней 22 года провел дистиллят от винокурни Springbank. И эту бочку, как есть, разлили по бутылкам. 259 бутылок. 55 номер бочки разлили в натуральной крепости, без холодной фильтрации. И более того, бочковая крепость 54,9 градуса по объему. У меня 85-я бутылка в руках. Ну что, вроде бы все рассказал. Давайте разольем, посидим, посмакуем. Люблю, кстати, вот эти вот штучки металлические, металлическую фольгу. Бутылка, в принципе, довольно красиво оформлена. Оформлена красивая этикетка. Очень так вот крафтово. И контр-этикетка, как будто бы по линейке оторвали, да, вырезали эти прямоугольники. Очень нравится мне дизайн. Хотя бутылка, в принципе, стандартная. Ох, как красиво она звонко чпокает. Понюхаем пробку по традиции. Так. Я посижу, подегустирую и чуть позже к вам вернусь. Итак, давайте поговорим об этом замечательном виске. Цвет очень красивый, такой золотой, медовый, роскошный. Ой. Вот такой вот красивый цвет. Вообще, бурбоновая выдержка — это какая-то база. То есть для тех, кто хочет познакомиться с виски, обязательно настоятельно рекомендую знакомиться в первую очередь с базой, то есть с бурбоновой выдержкой, с чистой, без финишей там в хересе, без купажей, ассамбляжей с хересными выдержками.
И путь многих любителей виски развивается по такой траектории, которую можно было бы охарактеризовать так. Ну, конечно же, у каждого свой путь всегда, но я часто встречаю у тех, кто долго знакомился и пришел к какому-то своему любимому типу виски, часто встречаю такую последовательность. Айла, херес, то есть дымный виски, далее виски, который выдерживается в хересных бочках исключительно. Затем финиши, там винные финиши, хересные финиши. И приходят в конце концов к чистому бурбону, к виски, который выдержан чисто в бурбоновых бочках. Ну, понятное дело, что у каждого свой путь, и не каждый согласится со мной. Но вот такую особенность я заметил у некоторых любителей. И действительно, хересная выдержка очень сильно меняет характер и профиль виски. И тот виски, который мы чувствуем в бурбоновых вариантах, он больше похож на какой-то вот исконно, может быть, первородный. Поэтому, возможно, при знакомстве с какой-то винокурней я бы посоветовал вначале знакомиться с их бурбоновыми релизами. То есть, а какие у вас бурбоновые бочки? И в выпусках Single Malt шагает по планете я тоже стараюсь подбирать в основном бурбоновые выдержки, чисто бурбоновые, чтобы понять, какая перспектива у этой винокурни. И многие любители, у меня есть тоже подписчики, вот, которые пришли в итоге к бурбоновой выдержке, они говорят, что я люблю бурбоновую выдержку, и я люблю возрастные виски, выдержанные в бочках из-под бурбона. Именно возрастные. Почему? Давайте разберемся. Итак, аромат древесный, яркий и фруктово-сливочный. Здесь тропические фрукты. Здесь у нас банан, ананас, манго, папайя, маракуйя, весь спектр. Цитрусовая корочка, довольно легкий, пряный, цветочный мед, пыльца. Спиритуозность есть, но она здесь скорее и не скрывалась, знаете. Вкус, продолжение носа, полнотелый, сбалансированный, яркий, фруктовый. Здесь фрукты, цитрусы, мед и древесность легли в очень красивой округлой пропорции. Все очень легко, сбалансировано, красиво. Есть лимонный сок, можно добавить немного сырости. Кстати, опять медовая история, пчелиный воск, соты, мед, пыльца. Послевкусие не сказал бы, что мое, оно развивающееся, длинное, в итоге оно перерождается в тонинность и древесную вот эту вот горечь, но дерево такое сырое, не супер горькое, такая сырая доска, возможно. И все это, в принципе, неплохо, но не мое, так скажем. Вкус. Здесь, скорее всего, я бы вкус соотнес с ароматом. Здесь они между собой сбалансированы и имеют одну оценку, по моему мнению. Финиш, не мой, поэтому я ему баллов поубавлю. Давайте чуть-чуть воды добавим вместе с вами. Попробуем с водичкой. Разобьем сложные цепочки эфиров. Ох ты ж. Ох. Вот это я люблю, когда ты капаешь воды, и аромат взрывается просто. Тут же вылетают какие-то и легкие супер головные составляющие. Там типа ацетончика какого-то, растворители какие-то, лачок. Тут и парфюмерия какая-то неожиданно взрывается. И потом успокаивается, все возвращается обратно к фруктам и сливочности. Вот это красота, это красота. Вкус стал менее обжигающий, если здесь во вкусе были до этого специи, и точнее больше в послевкусии специи пряные, типа перчика или корицы, или имбиря, то сейчас вкус стал более сладким, более фруктовым. Водичка очень приятно освежает этот вкус. Для чего чудесные виски. И вы знаете, после того, как я пробовал какое-то количество релизов, я все-таки тоже склоняюсь к тому, что я больше сейчас люблю, наверное, все-таки бурбоновый профиль. Он чист, красив. И если ты выдержал свой New Make в бурбоновой бочке, то только в бурбоновой бочке, то ты как на ладони, да? Если ты выдержал в каком-то рефиле, если виски был выдержан в бочке, которая 3-4 раз уже заливается New Make, то это будет, естественно, почти New Make, да? Если виски выдерживался в свежей бочке, то
Здесь будет тоже что-то такое более перечное, более ванильное. Здесь, скорее всего, вот очень сложно, наверное, поймать такую правильную выдержку и правильно поработать с виски. Поэтому вот бурбоновая выдержка — это всегда показатель уровня винокурни, качества их бочек, уровня их мастеров, мастеров-блендеров, ну вообще менеджеров. Поэтому, конечно, бурбон — это всегда база, основа, на которую нужно ориентироваться, когда ты оцениваешь винокурню и думаешь, ну любой, наверное, любитель всегда бы хотел прийти к какому-то своему любимому виски, своей любимой винокурне, и вот, на мой взгляд, что именно бурбоновые релизы позволят вам составить впечатление об этой винокурне. Дальше, резюме. Никакого дыма нет здесь, никакого абсолютно. Springbank имеет в своей мешке частично всегда дымный солод. Здесь он абсолютно не завуалирован, а полностью уничтожен, так скажем. Если он даже и был. Может быть, скорее всего, это был дистиллят солода, который вообще не окуривался. А может быть, он был полностью аннигилирован выдержкой. Никакого дыма, да? Чистый и эстетически сбалансированный напиток. Чистый бурбоновый релиз. Звезд с небес не хватает. В общем-то, ну, наверное, и не претендует на это. Хотя картинка красивая, роскошная. Прекрасно. Ананасы, сливочность. Персик немножечко даже есть. По оценке. 23, 23, 21, 22. 89 баллов. В общем-то, звезд с небес не хватает. Но это своего рода звездочка. 89 баллов. Прекрасный бурбоновый виски. Настоятельно рекомендую познакомиться, если у вас будет такая возможность, познакомиться с виски, возрастным виски, который выдержан в бурбоновой бочке. Таким образом, вы получите представление о бурбоновой выдержке и сможете более объективно оценивать все остальные виски, которые будут вам встречаться. Купажи, финиши, до выдержки, айлу и так далее и тому подобное. Итак, не пейте, а если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока! Да чего прекрасен мир, вкусный сливочный пломбир.